Добрый вечер. Здравствуйте. Рада вас всех видеть. Прогноз на недельку. Четверг. Будем смотреть, что интересного. Сегодня немножко сократим программу. Мэри, спасибо. Сегодня мы не будем делать просмотры. Так, как у меня немножко со временем. Кнап. Здравствуйте, кто мне заходит. Поэтому сегодня, сори, но без просмотров, да, то есть время от времени я делаю эту практику, вот, к сожалению, мне просто надо поторопиться. Я знаю, что сейчас будет море недовольных, но, друзья мои, у нас у всех бывают свои какие-то заморочки. Не забываем ставить лайки, не забываем подписываться. Ну что, мы начинаем? Начинаем. Итак, начинаем мы со стрельцов. Посмотрим, какая у вас будет неделька. Казахстан, привет. Да, добрый вечер всем, кто заходит. Итак, стрельцы, смотрим, что у вас интересного. В начале недели будете взвешивать ситуацию, то есть принимать серьезные решения. Решение дастся вам достаточно легко, да, и будет все получаться так, как вы хотите. Вот. Самое главное, чтобы вы в середине недели не вступали ни в какие споры, а в особенности с людьми помладше вас возрастом. То есть нежелательно, иначе себе нервы потратите, к нужному результату не придете, по-простому. Конец недели больше приятные встречи идут, то есть идут разговоры такие, возможно, какие-то договора. Ленорман для вас, дорогие мои стрельцы. Еще тоже в начале недели, возможно, поездки. Это есть, притом, опять же, тоже достаточно удачные. Нежелательно делать какие-то огромные, грандиозные начинания. То есть эта неделя не подходит для этого. Это вот, сори, но так и есть. В середине недели придется посуетиться, побегать. То есть будете очень находиться много вне дома. А вот конец недели, там как раз домашнее гнездо, спокойное состояние, разговоры, встречи, то есть приятные такие общения. Советы от рун для вас. Добрый вечер, мои хорошие. Так, советы от рун. Так, советы от рун. Сейчас смотрим. Подождите, мне надо сконцентрироваться. Смотрите, не отдавайте слишком много, я бы сказала так, фюрзорге, внимания, то есть не уделяйте слишком много внимания людям, которые не хотят его. То есть даже если у вас какие-то серьезные советы, да, что-то такое умное вы хотите объяснить людям, то есть это будет бесполезно. Поэтому лучше не тратьте свои силы, оставляйте их при себе. Есть такое больше. Так, мои хорошие. Идем теперь на наше прекрасное приложение, лишь бы сейчас Spotify не включился, приложение Нарион. Сейчас я его сначала открою. Сори за мои пальцы, да, они у меня в чернилах, у меня ручка потекла. И смотрим. Сейчас я надеюсь, что здесь реклама не будет включаться. Выключим. Конечно, ну как же без рекламы? Ну, конечно, но мне же тоже надо зарабатывать, хоть и мое приложение, да? Сейчас, подождите, рекламу. Ждем. Извиняюсь, реклама не будем произносить, потому что нельзя. Все. Итак, сплетни. Смотрите, нужно внимательно прислушиваться, как ни странно, к тому, что будут говорить сейчас вокруг вас, да, потому что вы узнаете очень много интересного, и не только о своей жизни. То есть это в будущем вам может помочь. Это одно. Следующее, все-таки то, что, благодарю солнце, то, что вам будут какие-то вот доходить до вас какие-то сплетни, да, это тоже не просто так, потому что вы будете понимать, кто вам друг, а кто вам враг. Спасибо, Мадинка, спасибо. Так, финансы.
Будет какой-то сбой, он приходится больше на вторник, и будьте поаккуратнее в конце недели, там тоже будет такое желание так хорошо потратиться. Здоровье. Тоже поясницу сразу первое, что показывает поясницу, и для меня вот как одна сторона, да, то есть головная боль, ну как-то на одну сторону. Разминаете пальцы, то есть с суставами могут быть какие-то проблемки. Окей. Оракул. Надеюсь, у меня не разрядится все тут. Оракул для вас, стрельцы. Смотрите, в принципе, вы можете время, которое сейчас у нас перед Рождеством, да, перед Новым годом, именно кинуть все силы на определенный рост. То есть на такое, на возобновление, на рост, то есть, ну, на хорошее состояние. То есть, короче, гармонию в себе надо искать. Вот это вот. Следующее, на этой неделе вы будете прекрасно блистать. Это есть, но здесь идет еще и такое немножко, опять же, вот здесь, то, что показывают здесь как бы доход, но у меня доход больше на расход схож. Честно, короче, будьте поаккуратнее тоже с растратами. Да? И последнее, то есть неделя прекрасна будет для развития вашего потенциала, для раскрытия. Так, идем на у нас волшебный шарик наш, на магический. И будем получать ответ. Загадываем, да, желание сейчас. Я просто думаю, что опять реклама будет. Ну, конечно же, ну как же без нее? Не рассчитывайте на это. То есть на этой недельке вам немножко так в плане желания не повезет. Сори. Сейчас идем дальше, к козерожкам. Друзья мои, хочу напомнить, что завтра у нас 5 числа будет прекрасный вебинар под названием «Звезда». То есть это правильная постановка именно желаний каких-то своих, да, реализация их, как это все делать, с чего начинать, куда двигаться. Делаем мы это всего лишь раз в год, поэтому, пожалуйста, не упустите свой шанс. У нас места очень ограничены. Сегодня еще вы можете записаться, завтра уже будет проблематично, потому что завтра уже будет идти подготовка к этому вебинару. Так, это я сказала, и еще что-то хотела, но я забыла. Вспомню попозже. Дальше идем. Козерожки. Смотрим. Так, смотрите, начало недели довольно такое легкое будет, то есть будет все получаться то, что вы хотите. Единственное, тоже не делайте никаких огромных грандиозных начинаний, то есть это не надо делать, нужно наоборот доделать дела, которые уже остались там где-то и висят, и все, вот никак вы не можете к ним прийти. То есть как раз эта неделя будет для этого располагать, я бы так еще сказала. Достаточно спокойное все равно состояние именно в начале недели. В середине недели очень хорошо, если вы посвятите себя семье, своим близким, вот прям погрузить в это во все. В конце недели абсолютно уверены в себе, любую ситуацию держите прекрасно в руках, то есть уверены в будущем. Здесь все вообще как по маслу. То есть конец недели все отлично. Дальше смотрим. Что еще у нас у козерожек будет? Да, то есть начало недели прекрасная уверенность в себе, то есть это одно, плюс небольшие дороги, то есть вы можете куда-то поехать. Я не говорю, что о отдыхе, просто небольшие переезды, так бы я сказала, да, поездки. Плюс ждите подарка судьбы в начале недели, тоже все хорошо в этом плане. Середина недели небольшие изменения и принято решение по поводу путешествий, отдыха, то есть вот этих вот вещей. Конец недели ждите приятное сообщение, оно принесет вам большую радость и спокойствие внутри. Советы от Рун для вас. Я что-то пропустила. Так, советы от Рун. Присмотритесь к окружению, которое находится вокруг вас. То есть очень многие могут принести вам удачу весьма неплохую. Плюс будут подаваться идеи. Знаете, что идеи почему-то с юмором будут подаваться, да, то есть, но вы можете за них ухватиться для того, чтобы в будущем реализовывать. Советы от карт Нор.
Где? Ой, блин. Ждем. Сейчас реклама пройдет. Я говорю, мое собственное приложение, мне приходится рекламу смотреть. Интересная игра. Окей. Ну. Так, что у нас? Защита. Так, смотрите, то есть на этой неделе очень хорошо, если вы будете обращаться, скажем так, к родовым, да, это одно по поводу защиты. Но еще посмотрите, пожалуйста, точно так же ваше окружение, то есть вполне возможно, что кому-то нужна будет защита от вас. То есть это не обязательно в физическом плане, да, это, возможно, просто поддержка. Финансы. Ой, мы должны очень аккуратненько быть вторник, среда. Там такое ощущение, как будто к вам кто-то в карман залезет. То есть это может быть то, что денежки кто-то попытается выманить. Поэтому будьте аккуратны именно в середине недели. Здоровье. Вечная проблема спина, то есть притом верхняя часть. Что-то может быть с плечом, то есть мне хлопают прям по плечу, да, говорят о том, что здесь проблема. И по шее, ой, так приятно, по шее поглаживаю, то есть это либо, ну, воспалительные процессы какие-то, да, но изжога нет, скорее всего, это вот воспалительные процессы. Окей. Рак. Ой, я очень дико извиняюсь, мои мысли сейчас очень-очень далеко, поэтому могу быть вообще не собранной. Еще и карты перепутала. Сейчас, одну секунду. Все, вроде бы все. Так, сейчас, секундочку. Так, ждите, во-первых, сообщений. То есть на этой неделе будет очень много сообщений, притом они заставят вас двигаться. То есть нужно будет очень так вперед смотреть, как говорится, да. И стройте, пожалуйста, на этой неделе тоже планы. Планы можете грандиозные на долгосрочные. Загадываем желание. Идем сейчас. Мне просто смешно даже. Так. Да, определенно. То есть козерожки у вас желание сбудется. Дальше. Водолейчики. Ставим лайки, не забываем. Не забываем подписываться. Не забываем тапать. Водолейчики, смотрим вас. Так, эта неделька, слушайте, провести ее желательно, то, что я вижу, спокойнее, то есть никаких эмоций лишний раз не выкидывать и точно так же не строить чего-то грандиозного. Смотрите, в начале недели будет такое небольшое чувство одиночества, какой-то пустоты, как будто безвыходности даже, да, но это только в начале недели. Потом все равно постепенно берете все в свои руки, просто не будет так быстро, как хотелось бы. Вот это вот интересный момент. Еще в середине недели поосторожнее тоже с финансами, потому что возможны здесь растраты именно в середине недели. В конце недели все равно приходите в себя, то есть опять начнете блистать, там, красоваться и все остальное, да, здесь идет такая яркость достаточно большая. И вот к концу недели уже можно какие-то планы строить, чтобы можно было что-то изменить, то есть куда-то двигаться вперед, там как раз, ну, неделя свой оборот сделает и пойдете дальше. Здравствуйте, здравствуйте. Илья 17. Во-первых, до 17, до 18 я ничего не смотрю. Во-вторых, я это не делаю здесь. Единственное, когда я беру карты, это на прогнозе. И вот как раз сегодня у нас прогноз.
Итак, мои хорошие, что у нас будет еще интересного? Да, в начале недели немножко такое, знаете, такое, ну, я бы сказала, ладно, спокойное состояние, там, да, там лучше подсветить его там чтению, знаниям каким-то, то есть вот что-то изучать. В середине недели будет приглашение на недалекие поездки, такие небольшие как бы вечеринки, да, что такое совсем небольшое. Конец недели, вот тут вы приходите в себя, опять же, повторюсь, да, вы выбираете опять свой путь, то есть вы встаете как бы на ноги. Ну, вот это легкое состояние депрессии останется позади, и будете рваться вперед. Советы от рун. Лава. Благодарю. Спасибо, моя хорошая. Так. Теперь смотрите, то есть если у вас какое-то есть сейчас такое торможение, я бы так сказала культурно, какое-то торможение, пожалуйста, не переживайте. Танец своей жизни вы все равно будете танцевать. Это есть. То есть вам дают перед скачком хороший такой отдых, я бы так еще сказала. И еще, то есть если у вас этот отдых все-таки есть, то есть спокойное состояние на данный момент, это говорит о том, что в ближайшее время вы придете к хорошему успеху. Хорошо. Карты 0. Идем на приложение Нарион. Кто еще не знает? Сейчас. Секундочку. Сори, но придется немножко подождать, примерно 27 секунд. Кошмар. Я говорю, как так? Просто кошмар какой-то. Так, и смотрим. Так, обида, да, то есть не думаем. Я говорю, у нас плохих карт в принципе нет, но нужно понимать только их, вот, что же они на самом деле означают. Во-первых, да, обида – это освобождение, то есть освобождение, которое у вас произойдет. То есть накопительный процесс, который скажет так, ну не взорвется, да, но все-таки он выйдет и весьма неплохо. Это одно. И еще у вас будет изменение, то есть, но они будут через прощание, так называемое. То есть вы обсудите, обдумаете, проанализируете, что вам не нравится, и просто от этого освободитесь. Так вот у нас означает обида. Финансы. Тоже нужно быть аккуратнее в середине недели. Там прям желание будет такое, знаете, сумочки Шанель, да, купить, что-нибудь такое. Просто вот себя прям порадовать слишком сильно. Потом сожаление идет. Поэтому будьте осторожны все-таки в середине недели. Здоровье. У вас поясница, и смотрите, будьте аккуратнее, там идет как, ну, седалищный нерв, да, то есть там может быть какие-то защемления. Проблемки могут быть с сердцем, то есть для меня как перебои идут. По уху похлопывают. Чао. По уху похлопывают, то есть это могут быть проблемы именно связанные с ухом. То есть поэтому очень аккуратненько. Так, оракул. Водолейчики, оракул для вас. Никогда не отказывайтесь от помощи. То есть идет такое, что, возможно, у вас какие-то вещи будут происходить, и вам предложат помощь. Не надо от нее отказываться. Середина недели может быть выплеск агрессии, то есть какие-то вот эмоции, опять же, будут выходить. И последнее, то есть здесь идет восстановление, то есть, ну, восстановление через обращение к высшим силам. То есть, опять же, да, это родовые, вот такое вот все. Загадываем желание, мои хорошие. Загадали? Сейчас. Я же не могу рекламу показывать. Четыре, 3, 2. Ну что ж ты тормозишь? Еще и тормозит. Закрываем. Перспектива не очень хорошая. Опять тоже ссори немножко, да, водолейчики? Сейчас, одну секунду.
Одну маленькую секундочку. Так, дальше идем. Да. Короче, Лиля, учи короткие анекдоты, во время рекламы рассказывать будешь, да. Я говорю, блин, даже обидно, да. Приложение, созданное нами, и я еще и рекламу смотрю. Ну да, все так все, да, как говорится. Идем дальше. Рыбки. Смотрим. И, друзья мои, еще раз повторюсь, не забываем ставить лайки, да, не забываем подписываться, делиться, тапать по экранчику и смотреть эфирчик. Так, итак, рыбки мои хорошие, да, то есть начало недели будет не очень приятненьким, то есть будут какие-то проблемки, то нужно решить. Блин, надо мне вот это смягчающее завязывать с этим делом. Ну ладно. Но факт то, что прекрасно все равно будете проходить сквозь неделю. То есть, во-первых, вы будете все равно уверенно себя чувствовать, хорошо стоять на ногах. Это одно. В середине недели это у нас прорыв творчества, прорыв какого-то креатива. То есть тоже вот в эту сторону у вас прям будет желание что-то творить и вытворять. Конец недели, большие победы. Здесь решаются вопросы, вернее, решатся вопросы, которые вы очень долго ждали. То есть идут как большие победы. Но здесь все хорошо. То есть, начало недели раскачаюсь немножко. Вы меня так веселите. Я немножко, честно говоря, с таким настроением странненьким пришла, да? Сейчас читаю, просто мне прям хорошо на душе становится. Итак, мои хорошие, да, в начале недели немного небольшой упадок сил, но мы за это не переживаем, потому что через ваши знания, через ваши какие-то там Weisheit, это знание, то, что мудрость, да, то есть вы пройдете любое, то есть то, что у вас будет происходить. Теперь смотрите, постепенно к середине недели у вас раскачка идет вашей фортуны, она хорошо начнет разворачиваться в нужную сторону. Больше посвятите себя, кстати, дому, вот этому состоянию тепла, чтобы у вас было вот к этому. А вот конец недели, еще раз повторю, здесь прям фортуна будет с вами играть. Она даст вам возможности на какие-то небольшие реализации. Советы от рун для вас. Так, очень аккуратно с финансами на этой неделе. Соблазнов будет много, и вы, возможно, даже где-то, переборщите по-простому. Поэтому очень-очень аккуратно, не растрачивайтесь, придерживайте. Вам почему-то нужно придержать. Окей, идем на Нарион. Карты Нор. Получаем совет. Запрет. Вот. Вот как раз запрет, он практически всегда говорит о том, что нужно действительно где-то какие-то вещи взвешивать, проанализировать и не рваться слишком сильно вперед. Вот, и обязательно, то есть вот придерживаться на этой неделе каких-то вот законов, каких-то правил, да, чтобы не... Блин, у меня сегодня мысли немножко неправильно идут. Короче, надо быть осторожнее, да, то есть не нарушать. Вот так вот. Так, финансы. Одну секунду. Что-то у всех прям соблазны на середину недели идут.
Смотрите, у вас идет как в середине недели, это для меня среда вот так, да, и потом тоже вот пятница, суббота тоже какой-то прям соблазн потратиться, при этом показывают как компьютер, то есть, скорее всего, через интернет, а не по магазинам ходить. Ага, здоровье. Тоже по горлу поглаживаю, то есть, но здесь покраснение видно, поэтому, возможно, ангина, вот такие вот вещи. И лимфы тоже аккуратненько. Не подхватите лишний раз вирус никакой. А и спина, верхняя часть, притом боль достаточно резкая, то есть, как бы, знаете, такое либо защемление, что-то в этом роде. Все, больше ничего, уже хорошо. А раку? Галочка. Я сейчас должна это прочитать. Так, смотрите, то есть, во-первых, да, то есть на этой неделе у вас будет возможность именно побыть сами собой, то есть вот эта вот гармония внутренняя, ну, короче, красивые слова, то есть, короче, поковыряться в себе и там выкинуть какие-то лишние вещи, которые вам мешают. Это одно. Следующее, то есть это процесс исцеления, который возможен тоже на этой неделе. Не говорю о здоровье никогда. То есть я здесь говорю именно о том, что внутреннее состояние, где вы какие-то обиды опустите, ну, все хорошо будет. И последнее, то есть обязательно погружение в знания, то есть свою мудрость и в свои знания. То есть вам это сейчас необходимо будет. Так, загадываем желание. Хорошо, тут опять 29 секунд. Кошмар. Я сейчас прочитаю просто стишок, который с Лили вовсе не скучаем, можем угоститься чаем, и реклама не помеха, лишь бы не лопнуть от смеха. Как приятно здесь встречаться, оптимизм заряжаться. Галь, вы прям на этом по ходу действия, да, все это быстро сочинили. Неделя очень провокационная будет. Так, сейчас. Да, ёб, блин. Да, блин. Сори. Перспектива не очень хорошая. Тоже сори, тоже что-то у вас не так будет. Поэтому, скорее всего, не сбудется. Да ладно, у нас еще сколько мы еще сидеть будем? Че, последний раз, что ли, да? Дальше идем. Кто у нас там? Овны. Смотрим. Так. Так, овны. Тоже взвешивание ситуации, да, но здесь немножко другое. То есть насчет растрат. То есть, понимаете, это такой вот и для кого-то растрат. Скорее всего, я так предполагаю, что захотите какой-то подарок купить и будете взвешивать. Достоин этот человек или недостоин таких покупок. То есть именно в начале недели это будет. В середине недели хорошие изменения, то есть убирайте какие-то старые вещи, ненужные вам, то есть и приходит новое совершенно. То есть прям хорошие изменения. Каких-то депрессивных состояний здесь нету. В конце у нас идет того, что возможны встречи, при этом встречи не простые, а с посиделками. Да, но будьте поаккуратнее, не переборщите. И будьте поосторожнее тоже о том, с тем, с чем вы говорите, потому что идет, что некоторые люди, хорошо показывают, что некоторые люди могут то, что вы разговариваете, то, что вы будете рассказывать, скажем так, с открытой душой, да, перевернут и поставят не в ту сторону, против вас. Солнце мое, я просто не вижу, кто этот подарок отправил. Спасибо. Светлана. Светланочка, благодарю, моя хорошая. Так, смотрим еще.
Так, точно, смотрите, в принципе, состояние весьма неплохое, то есть я бы так сказала. Да, какие-то будут вот такие вот взвешивания ситуации, тоже это показывает в начале недели. Но вы будете полагаться на свои такие вот, ну, умственные способности, наверное, так бы я сказала это по-русски, походу так. Теперь середина недели такая медленная раскачка, но при том с большими переменами. То есть, как бы, знаете, это вот спокойное состояние, когда ты меняешь что-то и даже не заморачиваешься. Вот такое состояние. В конце недели, да, будьте поаккуратнее, иначе возможны из-за вашей открытости выплеск эмоций со стороны. То есть, что кто-то против вас ваши слова может перевернуть. Советы от рун. Так, вот вам вообще, то есть овны, опять же, может быть и правильно, что вы будете взвешивать насчет растрат, потому что здесь идет такое. Если на этой неделе вы растратитесь слишком сильно, то есть вы как будто закладываете новую программу для будущего времени по поводу финансов. Поэтому нужно действительно попридержать, то есть лишний раз вот эту вот энергию финансовую, да, энергию денег так называемую, не растрачивать. Карта Нор. Восстановление. Прекрасная карта. То есть, смотрите, даже если сейчас вам кажется, что в какой-то степени, скажем, вы так на сухой земле находитесь, вот как карта нарисована, да, на сухой земле, то есть это не так. То есть уже когда-то были заложены зерна для развития, для каких-то вещей, которые должны случиться, и они начнут сейчас происходить. Анекдот. Да. Финансы. Аккуратно в начале, вот у вас как раз в начале недели может быть сбой такой довольно серьезный. Поэтому придержите немножко. Здоровье. Почему-то один глаз все время как потираете, то есть может быть либо сухость глаз, да, либо что-то попадет, то есть не очень приятное такое. Что-то у меня глаз аж задергался. Нервишки могут шалить на этой неделе. И то есть сбой может быть с щитовидкой связан, то есть гормональный, скорее всего, но у меня вот как заходится, да, бывает такое, такая ерунда. Оракул. Стойте на своем, то есть держите себя, как, скажем так, гора. То есть если у вас есть какое-то мнение, постарайтесь именно удержать. Следующее, то есть обязательно ставьте границы людям, которые пытаются лезть в вашу жизнь. И последнее, да, придержите ваш вуд. Сейчас, как это на русском? Гнев. Во, вспомнила. Попридержите немножко ваш гнев, да, и не выплескивайте его, потому что с ним вы можете... Злость, правильно. С ним вы можете выплеснуть не то, что надо. И еще раз повторюсь, сори, что я сегодня беру только карты, да, немножко такая переработалась, скажем по-простому. Загадываем желание. Идем на мое прекрасное приложение Нарион, которое с рекламы по 30 секунд. Давайте кто-нибудь анекдотик тут. Давай, Свет, раз написала анекдот. Давай. 30 секунд. Добрый вечер, кто у меня заходит. Солнечный Казахстан, добрый вечер. Сейчас.
Я в следующий раз припасу, да, то есть именно какие-то там прибаутки, анекдотики и все остальное. Я вообще люблю посмеяться. Но у меня немножко странный юмор, он чаще всего черный. Одну секунду. Ох, я уже думала, опять реклама запустится. Итак, Вера. Да, то есть Вера как раз тоже, Глаубе, да. Вера, она всегда, любая сейчас. Сейчас, секундочку. Так, эта карта, она как есть, то есть так, то оно и значит. То есть это именно вера. То есть не забывать о вере к себе, о вере в то, что будет хорошее, там, светлое будущее, все остальное. То есть ни в коем случае. И, кстати, очень на внутренний ресурс, который у вас есть, именно на него, я бы сказала, так надеяться. Вот это очень важно. Финансы. Галина. Финансы. Сейчас. А вот у вас может быть как раз доход. Да, там будьте поаккуратнее, потому что там есть такое, что можете растратиться, но ничего страшного я не вижу прям. За хлебушком сходите. А вот доход у вас где-то на четверг. Он небольшой, но он есть. То есть здесь все окей. Здоровье. Так, скажите мне, пожалуйста, я где-то сбилась, а нет? Вы меня же иногда прощаете, да, если я сбиваюсь? А, спасибо, Мэри, я тоже сбилась. Девчонки, скажите мне, пожалуйста, сейчас у нас кто? И сейчас, я так понимаю, здоровье. Должны быть тельцы. У меня сегодня вообще обалденный день. Тельцы, все правильно. И здоровье правильно. То есть благодарю. Спасибо, что вы меня внимательно слушаете, да, потому что сегодня мне нужна ваша помощь, и еще и как. Так, здоровье. Так, похлопывают по локтям, то есть это могут быть проблемы именно, опять же, с суставами, да? Тоже головная боль. И под правой лопаткой какая-то, вот, то есть как тоже боль резкая достаточно, да? То есть вот такой вот. Мы вообще правильно идем? Окей. Оракул. Не путайте меня. Оракул. Нет, Галь, это не ты ни при чем. Так, смотрим оракул. Так, во-первых, да, то есть как можно больше обращаться тоже к высшим силам и к своему подсознанию на этой неделе, то есть вот именно прислушиваться к нему. Это одно. Следующее, то есть вы можете эм, посмотри, как меня заносит. Так, вы можете на этой неделе строить планы, я бы сказала так, грандиозные, но только пока строить, то есть потому что они еще не будут реализовываться. То есть, потому что такое сочетание очень часто бывает, когда только подготовка к чему-то большому. Нарион. Окей. Вы меня не путайте. Загадываем желание. Я уже сама запуталась так, что это. Сейчас паузу сделаю.
Ну, ах, у меня теперь телефон не работает. Все как обычно, да, как же без этого? Сейчас. Так, загадываем желание. Так, походу желания не будет, потому что у меня завис просто-напросто телефон. Все шикарно. Все шикарно просто. Пошло. Я говорю, у меня сегодня такой денек, что перспектива хорошая. То есть так, что сбудется. Я влюбилась. Ой, ребят. Я и влюбилась, мне не грозит. Так, тельцов не было. Сейчас давайте так. Рита, спрашиваю у тебя. Сейчас у нас должны быть тельцы, сейчас я в ТикТоке спрошу. Или мы тельцов уже прошли, или это были овны? Потому что у меня в голове почему-то все-таки овны. В тельцах у меня обычно все заносят слишком сильно. Сейчас. Тельцы. Сейчас у нас тельцы. Все. Сейчас у нас тельцы. Мэри, я знаю, что у тебя тоже зависло там все, поэтому возвращаемся. Окей. Овны прошли. Овны были. Тельцов не было. Сейчас близнецы. Так, я загадываю желание. Так, овны мы прошли. Окей. Good. Овен прошел. Все. Я понимаю, луна, полнолуние, да? Ну, тельцы Таро. Все. Идем на тельцы Таро. Сейчас будут близнецы. Близнецы должны быть. На тельцах меня всегда заносит, да. Сейчас просмотров не будет. Давайте с тельцов, но они же были уже. Ага, значит, идем. Все. Значит, даже если повторение будет 2 раза. Тельцы. Смотрим. Тельцов не было. Смотрим тельцов. Смотрим тельцов, потом близнецов. Тельцов не было. Все. Решили этот вопрос. Слушайте, ну такого сбоя у меня еще, наверное, ни разу не было. Смотрим. Пожалуйста, все как обычно, все с тельцами связано, да? Так, смотрите. Короче, я говорю, если 2 раза будет повторение, ладно. Итак, тельцы мои хорошие, то есть достаточно спокойное состояние именно в начале недели. Да, возможно, какие-то расхождения, то есть расхождения во мнениях, я бы так сказала. То есть грандиозного такого, что вас там прям разъединят, либо будет скандал грандиозный, нет, этого нет. В середине недели желательно никакие дела такие особые не делать, в особенности то, что касается официальных дел, очень важно. Вот это очень важно. В конце недели больше идет творческий процесс, то есть здесь идут какие-то раскрытия, то есть да, можете делать перемены, передумывать, либо изменять что-то, то есть вот в своей жизни, да, каких-то там делах, каких-то движениях, но, по крайней мере, не слишком грандиозно. Все, мы решили, что сейчас тельцы у нас, мы решили. Даже если не просмотрами, но вот к тельцам все время какая-то это. Смотрим. Еще будет достаточно серьезное погружение в работу. Это одно и в бумажные дела. Опять же, в начале недели все это надо будет решить. Середина недели успокаиваемся, никуда не спешим, ничего не решаем. Двигаемся спокойно, да, больше на релаксе, какие-то мечты, какие-то фантазии, вот это очень важно. Не надо никуда углубляться слишком сильно. Конец недели, мыслей много, интересов много, договора с вашими друзьями, то есть будете решать все-таки
будете решать все-таки, куда дальше двигаться, но здесь еще и брать совета у близких, то есть именно друзья. Советы от рун. Так, сейчас у вас постепенно приходит все в норму, то есть даже если у вас были какие-то конфликты, все это остается постепенно позади. Просто не спешите вперед, идите спокойно, открывайте свои дороги. В принципе, у вас все будет получаться, но это немножко такая раскачка еще. Я не могу. Такого сбоя грандиозного у меня еще не было. Так, сейчас у нас карты Нор. О, рекламы нет. Вот. Кража. Так, смотрите, то есть что значит это кража, да, что значит эта карта? То есть это определенные манипуляции, которые, возможно, кто-то захочет, ну, на вас как-то повлиять, то есть подействовать, то есть что-то с манипуляции какие-то сделать. Но знаете, что здесь самое интересное? Мне показывают, как человек плачет. То есть это брать на жалость. Поэтому здесь на этой неделе будьте, пожалуйста, аккуратнее, иначе могут еще и ограничить вашу свободу. Финансы. Сейчас же финансы. Сейчас, секунду. Тоже, смотрите, в принципе, я бы сказала, неделька такая достаточно ровная, то есть такого что-то прям слишком большого, грандиозного я не вижу. Растрат тоже я больших не вижу, так что все окей. Здоровье. Спина, то есть для меня это поясница, и сейчас показали, это может быть проблемки еще и с печенью, то есть как колет. И обязательно на этой неделе обращаю внимание на желудок, никакой тяжелой пищи, потому что идет как давление, поэтому здесь будьте осторожнее. Оракул для вас. Даже карты не хотят браться. Так, ну смотрите, да, то есть прежде всего, да, очень хорошая карта, она мне нравится. То есть старые какие-то болячки будут оставаться позади, то есть будете правильное решение принимать и так далее и тому подобное. Теперь будьте поаккуратнее, что, возможно, вокруг вас находятся люди, которые хотят вас предать, и они прям выжидают, когда это сделать. И последнее, да, то есть не ковыряйтесь лишний раз в себе, потому что можете наковырять не то, что нужно. То есть можете какие-то обидки, которые уже давно забыты, то есть все это поднять. Будьте аккуратнее здесь. Загадываем желание. Так, надеюсь, рекламы не будет, потому что нельзя рекламу. Нет, не рассчитывайте на это. К сожалению, тоже уже посмотрите, какой знак, да, и вот, к сожалению, нет. На этой недельке нет. Ну, я говорю, неделя будет странная немножко, потому что я уже немного ее глянула. Там будет всех из стороны в сторону заносить. Притом так категорично заносить. Человек будет как будто даже не управлять своими какими-то эмоциями. Вот этот выплеск постоянно будет. Так что вот так. Идем дальше. Теперь у нас близнецы. Смотрим. Да, и, кстати, не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ютубовцы, тикток, тапаем по экранчику, делимся эфирчиком и идем дальше. Близнецы. Так, а вот у близнецов, в принципе, я бы сказала, неделя, слушайте, что-то они какие-то везучие в последнее время, я смотрю. То есть, смотрите,
Во-первых, уже в начале недели будут определенные победы, особенности, если это связано с договорами. То есть то, к чему вы стремились, а люди, к примеру, сопротивлялись. Здесь может получиться все, что вы хотите. Это одно. Где-то вам это даст суету, то есть на такое движение, энергию придаст, и вас понесет по полной программе. Потому что в середине недели, возможно, изменения кардинальные и большие в плане финансов в положительную сторону, появится уверенность в вашем пути и, скажем, опять же, повторюсь, уверенность в финансах. В конце недели, если есть какие-то нерешенные задачи, связанные с официальными делами, здесь все получится так, как надо. Главное, чтобы вы не пускали это на самотек, а решали так, как нужно. Ленорман. Так, близнецы, во-первых, да, действительно, у вас в начале недели уже открываются новые двери. С легкостью все дается, то есть придает вам уверенность. Середина недели такое более-менее спокойное состояние, но все равно вы прям рветесь, да, вот думаете, куда вы свою энергию деть. То есть вот это вот середина недели. В конце недели открываются хорошие перспективы, если вы собираетесь куда-то поехать, то есть здесь все может получиться. И единственное но, как это всегда бывает, будьте поаккуратнее, кто-то вас пытается где-то обхитрить. То есть это не вранье, это больше, знаете, как вот обхитрить пытаются. Советы от Ру. Вам никогда нельзя жить без цели. То есть, если вы сами не можете придумать, попросите ваших партнеров либо друзей. То есть, но вам всегда нужно находить цель. В особенности это на этой неделе. Идем на карты Нарион. Чистота. Так, чистота помыслов, чистота движения, да, никаких вот там придумывать что-то такое, кого бы там объегорить. Какое слово, да, вспомнила? Вообще меня заносит. То есть ни в коем случае. То есть у вас вот на этой неделе у вас прям должна быть чистота мыслей. Для того, чтобы то, что вы хотите, то есть, ну, вырасти, там, возвыситься, там, свободу какую-то получить, как раз все время должно быть все чисто. Но это говорит еще о том, что надо напрямую высказывать свои мысли. Чисто высказывать. Финансы. Мы будем аккуратненько, это где-то на вторник, там может быть проблема. Доходов больших я не вижу. Здоровье. По зубчику похлопывают. То есть это может быть проблема с зубами на этой неделе. Головная боль, но больше затылочная часть. Больше ничего не вижу. Сори. Сори. Больше ничего не вижу. Идем дальше. Оракул для вас. Так, смотрите, да, то есть у вас может быть исполнение каких-то желаний, но только если это будет чистотой. Как вот там чистота карта была, да, то есть любовью, с чистотой, тогда то, что вы задумали, может у вас получиться. И еще, опять же, эта неделя очень хороша для поиска своих целей, то есть для открытия. Загадываем желание. Очень сомнительно. А что это у нас прям вот у всех как перекрывает, да, с желаниями? А что происходит? Ладно. Дальше идем.
Николай, юморнуть хотели? Получилось. Так, следующее. Раки. И опять повторюсь, не забываем ставить лайки. Так, смотрите, раки. В начале недели могут вам кто-то тоже нервишки немножко потрепать, даже, возможно, небольшие ссоры. Это есть. Но, в принципе, вы уверены в себе, вы хорошо стоите на ногах, проблем больших нету. Середина недели лучше посвятить как раз спокойствию, релаксу, никуда не спешить, то есть все хорошо так вот, расслабиться. И, кстати, вот в середине недели может быть неожиданно прийти успех, то есть какой-то подъем хороший. Конец недели тоже, неделя такая должна быть, то есть конец недели тоже должен быть у вас спокойным, то есть никакие там выплески эмоций, иначе вы получите очень нехороший дисбаланс, честно. То есть поэтому спокойно себя ведем, дадим возможность этой неделе просто пройти. Ленорман. Благодарю, Солнце, за подарочек. Смотрим. Правда, не могу видеть, кто там, потому что далеко. Иринка. Спасибо, Ириш. Так, смотрите, то есть посвятите вообще эту неделю больше, конечно же, своим каким-то домашним, то есть вот и домашним делам, то есть погрузитесь в это. Тогда у вас все будет спокойно проходить, никаких эмоций лишних не будет. Теперь, то есть очень хороша неделя для того, чтобы изучать что-то, то есть погружаться в знания, это одно, и небольшие поездки, то есть без всяких там грандиозных каких-то прорывов. Конец недели здесь идет, что не конец, даже смотрите, середины, переход середины до конца недели, то есть, наверное, четверг. Там идет весьма неплохой прорыв и неплохие такие открытия неплохих дверей, да, успех. Поэтому здесь, в принципе, все хорошо. Но все равно вот постарайтесь не суетиться лишний раз. Совет от Рум. Так, во-первых, да, не забываем, что вы достаточно креативные люди, и сейчас, если у вас будет все-таки где-то свободное время, хоть немножко, да, постарайтесь посвятить креативу, то есть своему вот такому развитию, потому что через этот креатив вы заинтересуете новых интересных людей к себе. То есть, а что это у нас говорит? О том, что если вы заинтересуете таких людей, то есть это, возможно, еще и какой-то подъем финансовый. И опять ТикТок сейчас, уже час прошел, да? Дальше идем. Сейчас мне ТикТок раскачается, ТикТок. Карты НОР. Получаем совет. Предложение. То есть, смотрите, еще на этой неделе, возможно, получите какое-то интересное предложение, которое может поменять достаточно серьезно вашу жизнь. Это не обязательно, что руки и сердце, да, это, возможно, связано с работой, да, с какими-то финансами, с какими-то развитиями. Так, сейчас, мои хорошие ТикТок, я вас теперь сдвину опять. Как мне нравится верификация. Я говорю, как будто я тут не каждый день сижу. И если бы еще и двигалась, вообще было бы классно. Одну секунду, сейчас, ютубчик. У меня же все как обычно. У меня так любит все зависать. Ну. Все. Ставим вас на место. И идем дальше. Если бы еще не упало, вообще было бы классно. Идем дальше. Так, что у нас тут? Раки, финансы. Достаточно ровная, прям вот таких каких-то больших сбоев я не вижу, то есть нету. То есть там идет где-то в конце недели небольшой такой вот, но это как необходимость. Окей, здоровье.
Первое, что желудок показывают, это первое. Второе, показывают ноги, прям хлопают по ногам, по коленям. Головная боль, прям весь черепок. То есть головная боль. Окей. Оракул для вас. Иринка, благодарю, моя хорошая. Так, смотрим оракул для вас. Так, смотрите, то есть неделька такого, скажем, я сказала бы, чистки, да, то есть это когда вы можете себя вычистить, то есть близких своих вычистить, это одно. Но еще можете, я не скажу сжигать мосты, но все-таки какие-то вещи в своей жизни убрать. Это первое. Следующее, будет такое небольшое желание где-то спрятаться, то есть уйти, как говорится, вниз, да, в тень. И последнее, пожалуйста, раки, перестаньте оглядываться назад, потому что идет, что вы будете часто очень вспоминать, то есть в прошлое уходить и оглядываться. Что там делать в прошлом? Все равно ничего не изменишь. Дальше идем. Нарион. Загадываем желание. Блин, закрылся. Загадываем желание. О, определенно, ваше желание сбудется. Как хорошо. Львы, добрались до вас. Смотрим. Львы, смотрим вас. Мамочка, добрый вечер. Вы у меня даже в ТикТок зашли сегодня. Так, львы мои хорошие, смотрите, то есть в начале недели будете тоже договариваться с кем-то, общаться, возможно, даже знакомства какие-то интересные будут. С людьми по статусу гораздо выше, да, либо очень интересными. Середина недели, колесо фортуны на вашу сторону. Здесь, знаете, у вас какое-то такое, вроде бы открывается все, вроде бы подарок судьбы дается, а вы где-то будете немножко тормозить, то есть в этом случае, то есть где-то неуверенность будет. Конец недели, возможно, поездки небольшие, это есть, но еще и нежелательно тоже какие-то официальные дела делать именно в конце недели. Может не получиться. Спасибо, Лариса. Так, теперь смотрим, у нас Ленорман для вас. Да, то есть начало недели это много общения, много разговоров, то есть опять же договора какие-то и приглашения еще. Приглашения для меня идут не вернее, официальные, то есть это все, что связано с работой, да, либо вот такие-то семинары, вебинары и все остальное. Теперь середина недели, и здесь у нас идет, что в принципе все дается так, как нужно, но с небольшими сложностями, так как вы сами будете останавливать, то есть не спешить вперед. Конец недели, тоже небольшие поездочки это есть, но еще конец недели, будьте поаккуратнее, будет попытка вас обхитрить тоже. Советы от Рум. Советы от Рун. Какой бы ритм сейчас в вашей жизни не был, то есть просто надо расслабиться и плыть по течению. То есть у вас какая-то цикличность, она придет. То есть сейчас не надо сопротивляться ничему, потому что то, что нужно, оно само к вашим ногам приплывет. Нарион. Совет от карт. Выход. То есть из любой ситуации, которая у вас, опять же, повторюсь, будет происходить, то есть вы найдете выход, то есть это проблем никаких не будет. При этом он вам будет показан, то есть вот это вот если сочетание мы берем рун и сейчас вот карт Нарион, будет показан, то есть, повторюсь, плыть по течению без сопротивления. И еще эта карта очень часто значит очень большие новые возможности. Финансы.
Так, у вас вот это вот прям график будет скакать, то есть растраты будут, то есть я не скажу, что прям очень много, но как будто вот, знаете, там по мелочи и каждый день. Здоровье. Тоже сердечко будет немного шалить на этой недельке, то есть прям вот так вот постукивает. Сейчас, секунду. Головная боль, да, то есть, то есть человек виски потирает. Головная боль. Так, и поясница, ну, какая-то боль такая какая-то туповатая, знаете, вот такое ноющее. То есть такой момент. Окей. Смотрим оракул для львов. Ну, во-первых, у вас будет, да, определенный процесс наполнения, это есть, то есть это внутреннее состояние наполнения. Ну, куда тут львам без работы, да, то есть куча будет работы, притом очень-очень много нагружать себя будете. И еще на этой неделе, вот что мне нравится, это будет приумножение. То есть, ну, опять же, я повторюсь, это не обязательно, чтобы это было денежное приумножение, а это вот приумножение состояния хорошего, то есть вот легкого такого. Так, и идем теперь на Нарион, загадываем желание. Как я вижу, да, сбудется ваше желание. Девы, смотрим. Да, друзья мои, что сделал? Ставим лайки, не забываем. Не забываем тапать по экранчику. Сейчас я смотрю, вау, все, молодцы. Так, девы. Так, у дев тоже будут эмоции туда-сюда скакать, и довольно так неплохо, я бы сказала. То есть в начале недели идет такое, что вы как любите весь мир, дарите вот это тепло всему миру, так какой-то материнский, отцовский инстинкт ко всему просыпается, да, но притом резкая перемена. Потом вы включать будете, к середине недели вы включаете, будет прям аналитику такую, плюс деловое, вот это то, что у вас заложено. И где-то в какой-то степени будете некоторых людей ставить на место, и довольно серьезно. Конец недели, то есть есть небольшие успехи, но могут быть потери финансовые, хоть и небольшие, но могут быть. Опять же, все равно не забываем, что скоро у нас праздники, и наверняка люди будут много тратиться. Ленорман. Разговоры, очень много общения. Эта неделя будет прям погружаться у вас такие общения. Постоянно кого-то надо куда-то направлять, выравнивать, да, и очень много еще разговоров в вашем доме, то есть это с вашими близкими. Середина недели, есть небольшие сложности в движении, но вы хорошо все, опять же. То есть у вас такой, как надо будет толчок определенный для того, чтобы вы рванули вперед. Все равно состояние спокойное. И плюс ждите приглашение, идет на, опять же, не, вернее, официальные какие-то вот вечеринки, либо встречи, то есть идут сюда приглашения. Конец недели, возможны путешествия, но они не за моря, вот так бы я сказала. То есть это недалеко, поездки недалеко и очень-очень приятные. Советы от рун. Не пытаемся насильно открыть какие-то дороги, иначе можете разрушить все. Точно так же, как было у львов, девам надо себя немножко вести спокойнее и как бы плыть тоже по течению. То есть здесь лучше не растрачивать силы, потому что к хаосу приведет все. Карты Нор.
Страх. Так, смотрите, то есть, у вас возможность сейчас как раз перед каким-то будущим, какая-то неизвестностью какой-то, вот такой небольшой страх может приходить. Теперь, пожалуйста, здесь надо будет побороться, то есть он дал вам не просто так, а чтобы вы пришли к каким-то победам. То есть это, скажем так, проверка, да, определенная проверка, какой-то небольшой экзамен для того, чтобы вы опять поднялись, собрали силу в кулак и начали двигаться. Финансы. Очень аккуратненько на конец недели. Там могут быть сбои. Здоровье. Показывают, губы лопаются, да, то есть поэтому осторожно там, на морозе не облизывайте. То есть показали, что прям кровоточат губы. Желудок, изжога, но еще к этому ко всему, то есть лимфы показывают, то есть такой наборчик такой есть у вас. Окей, оракул для вас, где вы? Будут какие-то определенные переживания, да, но уход в себя, то есть задуматься о том, что куда дальше двигаться, там что-то менять. Это одно, да, то есть небольшой хаос, который приходится на середину недели. И, сори, еще и какая-то беготня, то есть, ну, беготня может быть пустой, поэтому очень аккуратно вообще, на что растрачиваете свои силы. Так, загадываем желание. Ответ не ясен, попробуйте еще раз. Пробуем еще раз. Без сомнений, то есть получится у вас все. Весы. Смотрим. Итак, в начале недели кто-то из молодого поколения постарается вам потрепать немного нервы. То есть такой момент идет, да. То есть, но все равно вы стоите спокойно, будете все хорошо, будет все нормально. Вот так вот. Теперь, смотрите, середину недели посвящаем спокойствию, посвящаем какому-то релаксу. То есть не стараемся решить какие-то все дела за раз, потому что может не получиться. Конец недели, а вот здесь вот как раз неожиданный успех, приход успеха. Это одно, разрыв каких-то кармических связей и плюс построение новых планов на будущее. Ленорман. Так, стараемся селенки где-то там немножко подэкономить, в особенности в начале недели, и лучше погрузиться в какие-то, опять же, знания. То есть учебу, что-то для себя интересное находить, то есть именно в начале недели. В середине недели, возможно, неожиданные какие-то известия, то есть, ну, здесь идет такого из родного дома и привет из прошлого. Вот так вот. Поэтому ждите, что, возможно, кто-то даст о себе знать, кого вы давно не слышали, не видели. Конец недели. Резкий поворот в нужную сторону, то есть положительный. Притом будет принято решение идти по новой дороге, очень интересной дороге. И спокойствие, короче, кофеек, чаек на балконе. То есть спокойствие внутреннее. Советы от рун. Так, смотрите, обязательно, если вы будете принимать какое-то серьезное решение, то есть не забывайте о том, что надо проанализировать и не идти на поводу вот этого, а вдруг получится, то есть потому что у вас может не получиться. То есть из-за глупости, которую вы совершите, вы можете заблокировать себе все движение вперед. То есть всегда обдумывать. Если что-то не нравится, хотя бы капелька, там что-то там, сомнения какие-то, пожалуйста, мои дорогие, сразу отказывайтесь от этого. Карты Нор.
Нищета. Не боимся, да, я говорю всегда, не боимся. Так, смотрите, то есть здесь может быть такое, что вам надо на этой неделе немножечко уйти в себя, то есть не стараться раздавать все, вот, которое все, совсем момент такой интересный появился, все свои силы там, либо кому-то, если помощь нужна, то есть будьте осторожнее, то есть не раздавайте себя, то есть постарайтесь поэкономить то, что у вас внутри. Еще эта карта очень часто говорит о возможности роста, и именно финансового. Такие у нас карты. Так, финансы. Аккуратненько будем. На начало недели. Короче, вам надо вообще быть аккуратными, начиная с понедельника и заканчивая четвергом. То есть там могут быть какие-то серьезные такие растраты. Здоровье. Тоже что-то по зубам, но здесь по коренным больше. То есть может быть проблема с зубами. Мне почему-то щелкает челюсть, как вот показывает, что челюсть может щелкать. Не знаю, что это такое. Сейчас массово все челюстью задвигали. Вот у вас со спиной верхняя часть спины, тоже какая-то боль, не такая туповатая какая-то. И смотрим под ноги в весы. На этой неделе вот вам надо все время смотреть под ноги, потому что показывает, как у человека нога подворачивается. Поэтому очень-очень аккуратно. Окей, оракул для вас. Так, на этой неделе вы будете очень чувствительны. То есть будете чувствовать все, что происходит вокруг. Guten Abend. Это одно. Следующее. Вас будут пытаться вывести еще и на провокации. Поэтому ну, кого-то вы будете, возможно, раздражать вашей чувствительностью. Вас попытаются немножко так дернуть. А последнее, то есть это когда ты идешь к цели и достигаешь ее. Но здесь больше для меня как выбор цели. То есть как вы выбираете цели, начинаете к ней двигаться. Загадываем желание. Весы. Лучше мне не отвечать вам сейчас. То есть поэтому оставляем это желание так, да? То есть, ну. Так, скорпиончики. Смотрим вас. У скорпиона будет интересная неделя, потому что уже в начале недели вы дадут о себе знать, ваши какие-то связи больше как кармические, с которыми надо будет разобраться. Но, как ни странно, с приходом этих связей, да, то есть опять каких-то людей, которые у вас как являются именно кармическими, да, у вас какая-то уверенность появится, уверенность в таком, знаете, это как это, приползли. То есть поэтому здесь даже это даст вам уверенность. Это одно. Следующее, то у вас идет, что договариваться будете очень много, в особенности в середине недели. Я не говорю сейчас об этих связях. Я говорю о том, что вы будете договариваться с какими-то людьми. То есть здесь больше контакты. Конец недели хорошее, новое начинали, крепко стоите на ногах, и колесо фортуны на вашей стороне. То есть у вас вот все как надо. Ленорман для вас. Да, будете стоять перед выбором, то есть решать, куда дальше двигаться, но это связано с людьми. То есть стоит ли идти дальше с людьми, с этими, либо же все-таки разорвать. То есть это в начале недели будет происходить. Так, я думаю, что вот это кармические связи как раз по поводу их и будете решать. Середина недели уверенность в себе, то есть уверенность, что у вас получается все, и плюс люди, контакты с людьми. Опять же, здесь говорится о том, что договора и контакты с людьми. В конце недели колесо фортуны на вашей стороне, возможно, какие-то выход какие-то в свет, вечеринки, ну, вот такое. Как бы отдохнуть где-то в какой-то степени и быть, так я это называю, да, в лучах сапфиров. То есть, короче, на гулянки на какие-то пойдете, по-простому. Вот это вот.
Советы от рун для вас. Так, советы от рун. Смотрите, то есть вам надо научиться черпать ваши силы, во-первых, из движения, то есть это от того, что вы когда двигаетесь, да, то есть есть энергия, не физическая, я имею в виду, это от того, что вот, создавать себе идеи и как бы стремиться к ним, то есть тогда у вас будет приходить вот эта сила, которая нужна. Плюс еще вам надо научиться разговаривать с вашими близкими, не только людьми, но еще и родовыми какими-то, понимаете? То есть здесь как связь с родом и связь с живыми и мертвыми просто-напросто. То есть надо научиться вот этому общению. Да, у вас все будет получаться так, как нужно. Карты но. Советик. Так, обман. Что-то сегодня все какие-то карты, да, интересные. Так, во-первых, смотрите, то есть надо прислушаться к людям, которые вас окружают. То есть, возможно, что у вас произойдет какое-то искажение вашей реальности, что вам кто-то может насоветовать что-то, а это не так. То есть, и эта карта очень часто говорит, предупреждает о том, что действительно может произойти возле вас обман. Вот так вот. Так что поаккуратнее. Финансы для скорпиончиков. Очень аккуратно вторник и среду, потому что там прям может быть сбой грандиозный быть. Здоровье. Головная боль, да, то есть больше височная часть. Плечо правое, то есть хлопает по плечу. Может быть, с ним проблема. И изжога. Угу. Оракул для вас. Добрый вечер, кто заходит. Оракул для вас. Так, смотрите, то есть будете действительно очень много задумываться, да, но, как бы, знаете, даже какие-то проблемы, если будут происходить у кого-то, вы все равно будете как бы пропускать. То есть думок будет много, но заморачиваться слишком сильно не будете, по-простому, да. Следующее, то есть это возврат в прошлое. Вот эти кармические связи, которые были в начале сказаны, будьте аккуратными, да. Мы понимаем, что люди, если из прошлого возвращаются, так это они походили по базару и поняли, что можно подешевле у вас купить. Поэтому будем аккуратными. Последнее – это у нас расчет. То есть расчет говорит о том, что если вы что-то хорошее заложили, значит, вы получите хорошее. Заложили до этого плохое, получите плохое. Это как раз расчет. Так, и теперь загадываем желание. Последний шарик на этой неделе. Без сомнения, то есть ваше желание сбудется. Все будет окей. Так, на этом все. Еще раз, смотрите, завтра не забывайте, что у нас будет вебинар «Звезда», то есть который проходит только раз в год. Объявление стоит, посмотрите, пожалуйста, его, и если кто-то еще хочет, записывайтесь. Иначе потом в завтрашний день уже мы стараемся не записывать. В последний момент мы это точно не делаем. Это одно. Следующее, я хочу сегодня извиниться за то, что происходило в середине, да, что я там запуталась капитально при том. Запуталась, то есть меня выбило очень серьезно. Но это, кстати, так бывает именно всегда с тельцами связано. Не знаю, почему именно с тельцами. Такая ерунда. Ну, в принципе, все. Навели сегодня суету, да, чуть тельцов не пропустили. Сегодня было весело в этом плане, но сегодня такой денек. Все, мои хорошие, на этом прощаюсь сначала с Ютубом. Хорошего вам вечера. Завтра я не выхожу в эфир, завтра у меня вебинар, да? Поэтому увидимся, скорее всего, с вами на следующей неделе. Хорошего вечера и до свидания. Так.